Художественное сознание – это особый тип видения, основанный на событии в душе художника двух видов опыта – транссубъективного и экстрасубъективного. Транссубъективный опыт – это опыт невидимого для души откровения духа добра или духа зла, дарующего ей уверенность. Дух добра – уверенность в вере, надежде, любови, дух зла – безверие, злость, уныние. Именно дух зла вдохновил Ницше к его самоубийственной уверенности в то, что Бог мертв. Именно дух добра вдохновляет русскую культуру к спасительной уверенности, что Ницше мертв и что без Бога нет человека. В экстрасубъективном опыте душа видит уже сама. И это так называемое образное видение, порождающее художественную образность и являющееся основой истины художественного мышления. Именно немецкая душа, попав в гравитацию духа Антихриста и пережив его мистическое вдохновение, увидела то, чем становится человек, предающий Бога и совесть. Итогом этого образного видения стал немецкий архетип Фауста, заключившего договор с чертом. Лауреат Нобелевской премии Томас Манн с позиции этой литературно-художественной научности, она, по мнению Аристотеля, превыше даже науки истории, попытавшись разобраться в причинах скрытой душевной эпидемии, которая привела великую культуру Германии к самой чудовищной форме расчеловечивания в XX веке, обратился именно к этому образу, к образу Фауста. Итог его научно-художественного исследования в романе «Доктор Фаустус», законченном в 1945 году в эмиграции в США. По слову самого Томаса Манна, ему было важно дать нам всем почувствовать таинственную связь немецкого национального характера с демонизмом. А потом писатель на грани покаянного мужества добавляет: связь, которую я познал в результате собственного внутреннего опыта. Томас Манн прав. Истина литературно-художественного сознания дается дорогой ценой. Чтобы создать образ Фауста, нужно причаститься его демонической энергии. Поэтому, отражая трагедию немецкой души, заразившейся чумой нацистского демонизма, Томас Манн вынужден признать и свою вину в этой трагедии, хотя, находясь в эмиграции, все время публично выступал против Гитлера. В романе «Доктор Фаустус» главным действующим лицом является неталантливый музыкант Андреас Леверкюн, потерявший вдохновение и ищущий его возвращение через психофизическую открытость для демонических инспираций. И даже не его друг, доктор философии Сиренус Цейтблом, за которым узнается сам автор. Главная фигура романа – черт, о котором Томас Манн в своем очерке «Германия и немцы» пишет так: где высокомерие интеллекта сочетается с душевной косностью и несвободой, там появляется черт. Поэтому черт Лютера, черт Фауста Гёте представляется мне в высшей степени немецким персонажем, а договор с ним про закладывание души черту, отказ от спасения души во имя того, чтобы на известный срок владеть всеми сокровищами мира, всею властью этого мира. Подобный договор весьма соблазнителен для немца в силу самой его натуры. Какое страшное признание великого немца о собственном народе и собственной культуре, частью которой он сам является и которую искренне любит, понимая, однако, что музыкой души, музыкой мира в Германии дирижирует черт. Каковое, по слову Томаса Манна, буквально уносит ее, Германии, душу. Но самое таинственно страшное
в романе то, что черт уносит душу Германии не только через тайну разрушающего антивдохновения в новой музыке мира, антимира, творимой талантливым Леверкюном и его демонизированной чертом нации, но и то, что демоническая инспирация зла проникает не только в душу, но одновременно и в тело человека и мира через биохимию, духовно-физического заражения крови, возвращая нас к известному мотиву духовной традиции о тайне сердца в его постоянной связи с мета- или инфрафизикой бытия. Кровь надо знать совсем особый сок, говорит Мефистофель Фаусту в трагедии Гёте, заставляя того подписать договор именно кровью. Основное условие этого договора в романе Томаса Манна таково: между нами существует сделка. Ты скрепил ее своей кровью, ты обещал себя нам. Ты наш крестник. Ты получишь у нас время, гениальное время, окрыляющее время. Когда оно минует, мы тебя заберем. Взамен мы будем сейчас всячески потакать тебе и помогать. Ад будет тебя поддерживать, при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим, всей рати небесной и всем людям. Ты не смеешь любить. Мои условия ясны и справедливы. Они определены правомерным упорством ада. Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает. Твоя жизнь должна быть холодной, а посему не возлюби, ты не смеешь любить. Черт прав. Главное условие превращения мира, дарованного Богом человеку, в холодный ад – это лишение мира способности любить не в телесном оргазме нашей плоти, а в искреннем сердечном соучастии друг в друге. Поэтому Христос предупреждает нас, что главным знаком конца времен будет то, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, в Евангелии от Матфея. Роман Томаса Манна – это честное признание великой немецкой души, великого писателя и человека в своей вине, как перед всеми, так и перед самим собой. Но педагогика этого путешествия в ад самопознания оказалась, по мнению Томаса Манна, невостребованной как в самой Германии, так и во всей современной цивилизации. Об этом он почти на грани отчаяния пишет в своем прощальном эссе в 1955 году. Человечество глухо к более возвышенным понятиям, к более чистым побуждениям, к более благородным нравам. И непрекаянное, в пьяном угаре от собственного скудоумия, крича во все горло о сенсационных рекордах в технике и спорте, неверными шагами бредет к пропасти, почти уже желанной. Пора остановиться.